Дорогие девочки, всем привет! Меня зовут Жанар. Это видео мастер-класс по вязанию вот таких больших тапочек. По размеру они получаются на ногу 44-45, на широкую стопу. И верхняя часть немного шире, чем в предыдущем мастер-классе. У меня на канале есть отдельное видео о том, как приклеивать резиновую подошву. За счет этого вы можете усилить ваши тапочки, и они будут меньше изнашиваться. Итак, приступаем к вязанию. И по материалам нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи Алтын. У меня этот цвет ментол, это у меня остаток. Я использовала почти 2 моточка. Также крючок номер 6 и сантиметровая лента, ножницы, ну и, конечно, хорошее настроение. Желаю вам приятного вязания. Начинаем вязание с подошвы тапочка. Для этого нам нужно набрать 19 воздушных петелек. Пряжу предварительно нужно хорошенько растянуть на 2-3 метра вперед, и так в процессе всего вязания. Оставляем кончик нити сантиметров 5 и вяжем 19 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Закончили, связали 19 петелек. Теперь далее смотрим по схеме. Вот мы начали с вами отсюда, связали 19 петель. Теперь мы находимся вот на этой точке и начинаем отсчет первого ряда вот с этой петли. Здесь мы провязываем с вами 9 столбиков без накида. Первую петельку пропускаем, во вторую петельку за заднюю полупетлю, вот сюда, провязываем столбик без накида и продолжаем. Всего 9 столбиков. 1, 2, 3 и так далее. Закончили, связали 9 столбиков без накида. Теперь смотрим далее по схеме. У нас идет 1 полустолбик. И далее 7 столбиков с накидом. Один, два, 3 и так далее. Закончила, связала 7 столбиков. И вот здесь остается в конце одна петелька. Вот она у нас на схеме. В нее мы вяжем 5 столбиков в одно основание. Вводим крючок в последнюю петлю, кончик нити накидываем на крючок. Один, вторую в это же основание. 2, 3, 4, 5. Закончили, связали 5 столбиков в одно основание. Далее переходим на вторую сторону. Здесь мы вяжем с вами опять 7 столбиков с накидом. Кончик нити придерживаем над крючком. Крючок вводим сюда в первый столбик, за его полустежок. Один, 2, 3 и так далее. Закончили, связали 7 столбиков. Теперь 1 полустолбик. И еще 9 столбиков без накида. 1, 2, 3 и так далее. Кончили, связали 9 столбиков. Теперь переходим вот на эту сторону
И здесь у нас в последнюю петельку нам нужно связать 3 столбика без накида в одно основание. Вот эта петля. Вводим крючок за один полустежок и провязываем 1, опять ставим крючок в это же основание, 2, 3. Итак, мы закончили первый ряд. Теперь двигаемся дальше. В первом ряду можете посчитать, у нас должно получиться 42 петельки. Вяжем второй ряд. Опять мы начинаем с вами вот с этого места. Здесь. Теперь мы будем вязать только столбиками без накида и вяжем с вами 17 петель до прибавок. Первую петельку вводим крючок под первый стежок, провязываем сюда. И далее продолжаем вязать только под основные стежки. Продолжаем самостоятельно. Закончили, связали 17 стежков от начала ряда. Теперь переходим к прибавкам. У нас их будет 5. В 5 петель предыдущего ряда мы провязываем двойные. Один. Теперь вводим крючок опять в это же основание. 2. И так мы повторяем еще 4 раза. Закончили, сделали 5 прибавок. Теперь переходим на вторую сторону. И здесь у нас тоже идет 17 петелек до следующих прибавок. 1, 2, 3 и так далее. Закончили, связали 17 столбиков. Теперь переходим на пяточку. Здесь у нас во втором ряду нам надо сделать 3 прибавки. В каждую из петель предыдущего ряда провязываем двойную. 1, 2. И так еще 2 раза до конца ряда. Закончили второй ряд. Связали с вами во втором ряду 50 петель. Теперь начинаем вязание третьего ряда. В третьем ряду смотрим опять, мы начинаем отсюда. Мы вяжем опять 17 петель до прибавок. Один, 2, 3 и так далее. Закончили, связали 17 столбиков. Теперь смотрим, далее у нас идут прибавки. В третьем ряду мы делаем прибавку в первую из двойных предыдущего ряда, во вторую вяжем одинарную. И так 5 раз. Вот у нас двойная из предыдущего ряда. Провязываем в нее двойную. Следующая одинарная. И так еще 4 раза, всего 5 раз. Закончила, сделала 5 прибавок. Теперь мы с вами находимся вот здесь. И вот отсюда, начиная, вяжем еще 17 столбиков до следующих прибавок. Закончили, связала еще 17 петелек. Теперь переходим на прибавки на пяточки. Здесь мы тоже в двойную из предыдущего ряда. В первую вяжем двойную, во вторую одинарную. И так 3 раза. Вяжем самостоятельно. Итак, закончили, сделали 3 прибавки через одну одинарную. И дошли до конца третьего ряда. В конце третьего ряда у нас должно быть 58 петель. Переходим к четвертому ряду. Опять мы начинаем с вами вот с этой петли. И здесь мы с вами вяжем 19 петелек до прибавок. Закончили, связала в четвертом ряду 19
петелек. Теперь переходим к прибавкам. Здесь мы с вами уже начали вот этот сегмент с прибавками, связали 2 одинарные. И теперь мы чередуем 1, 2, 3, 4, 5 двойных петелек через 2 одинарные петельки. Провязываем двойную, 2 одинарные, двойную, 2 одинарные и так далее. Всего 5 раз. Сделали 5 прибавок через 2 одинарные петельки, двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная. Всего 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь переходим на другую сторону. И здесь в 4 ряду мы с вами вяжем 19 петелек до следующих прибавок. Закончили. Связали 19 петелек до прибавок. Теперь мы находимся с вами вот здесь. И мы делаем 3 прибавки через 2 одинарные петли. Мы должны закончить ряд на двойной петле вот здесь. Продолжаем вязание. Закончила, сделала 3 прибавки. Между ними по 2 одинарные петельки. И на этом мы заканчиваем вязание подошвы. Ниточку отрезаем, оставляем кончик сантиметров 5-7, вытягиваем нитку из петли. Теперь берем тонкий крючок. Вот у нас готова одна подошва. По длине она у меня получилась примерно 28-29 сантиметров. И по ширине примерно 11-12 сантиметров. Таких мы вяжем с вами 4 штуки. Я уже связала их, вот они у меня готовы. И их нужно хорошенько отпарить утюгом. Для этого кладем подошвы лицевой стороной вниз и отпариваем по изнаночной стороне. 2 пока откладываем в сторону, берем 2, прикладываем их друг к другу изнаночными сторонами. Вот так. Берем новую ниточку и начинаем присоединять их друг к другу. Вводим крючок со стороны пяточки через стежок на одной подошве и на другой подошве. Оставляем кончик нити 5 сантиметров, потом мы его спрячем. Далее вводим крючок в следующие стежки и провязываем полустолбик без накида. Всего у нас по окончании 4 ряда было 66 петель. Значит, нам с вами нужно связать 65 полустолбиков без накида. И последний 66 мы сделаем при закрытии ряда. Продолжаем вязать самостоятельно. Итак, вот мы закончили. Связали 65 полустолбиков без накида. И теперь отрезаем кончик нити. То же самое мы также соединяем и оставшиеся 2 подошвы. Так, вот
Я закончила соединять две подошвы. Вот так они у меня выглядят. И далее мы будем с вами вязать верх тапочка. Начинаем вязание верха тапочка. Вот такую деталь мы будем с вами вязать. Я уже одну связала, сейчас вам покажу вторую. Вязать будем вот по этой схеме. Нам нужно набрать 15 воздушных петель. Берем рабочую нитку, вытягиваем ее, оставляем кончик сантиметров 40, чтобы потом пришить верх тапочка к подошве. И вяжем 15 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Связали 15 воздушных петель. Теперь первые 3 ряда мы вяжем столбиками без накида и без прибавок. По 14 петель в каждом ряду. Первую петельку пропускаем. Во вторую петельку вводим крючок только за один полустежок. И провязываем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда, всего 14 столбиков. Продолжаем вязание. Закончили, связали 14 столбиков. В конце ряда делаем всегда воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваем, нитка остается позади работы. Далее мы вяжем еще 2 ряда без прибавок. Второй и третий ряды тоже столбиками без накида. Крючок вводим под 2 полустежка. Продолжаем самостоятельно. Закончили, связали 3 ряда по 14 петель в каждом ряду. Теперь вяжем 4 ряд. И здесь в 4 ряду нам нужно сделать прибавки. В начале и в конце ряда мы вяжем полустолбики, 2 полустолбика в одно основание. Для этого нам нужно сделать здесь 2 воздушные петли. Вот одну я уже сделала, еще одна. Переворачиваем, нитка остается позади работы. И провязываем в первую петельку 2 полустолбика. 1, 2. Далее продолжаем вязать столбиками без накида. 12 столбиков. И в конце провязываем также 2 полустолбика в одно основание. Закончила. Итого у меня получается в этом ряду 16 петель. В конце сделала 2 полустолбика, воздушную петельку, переворачиваем. В 5 ряду мы вяжем без прибавок и все петли только столбики без накида. Вяжем самостоятельно 5 ряд. Закончили 5 ряд, связали 16 петелек, сделали воздушную петельку, переворачиваем. В 6 ряду мы делаем в первую и в последнюю петельки, вяжем полустолбики с накидом, а все остальные петли мы вяжем столбиками без накида. То есть 1 полустолбик, 14 столбиков без накида и в конце тоже 1 полустолбик. Вначале провязываем 2 воздушные петельки, затем полустолбик с накидом и 14 столбиков без накида. 1, 2, 3 и так далее. Закончили 6 ряд, в конце тоже сделали полустолбик, воздушную петлю, переворачиваем. В 7 ряду вяжем все петли столбиками без накида, без прибавок, 16 петель. Закончили 7 ряд, связали 16 столбиков без накида. И вяжем последний 8 ряд. Здесь у нас тоже в начале и в конце ряда мы делаем полустолбики с накидом. Для этого в начале провязываем 2 воздушные петельки. Первая петля полустолбик с накидом. И все остальные петли
столбики без накида, в конце 1 полустолбик с накидом. Продолжаем самостоятельно. Закончила 8 ряд, связала 1 полустолбик с накидом, 14 столбиков без накида и 1 полустолбик. В конце делаю воздушную петельку и ниточку отрезаю, оставляю сантиметров 30-40 для того, чтобы пришить часть к тапочку. Теперь нитку вытягиваю из петли и вот здесь аккуратно затягиваю. Готово. И вот у нас получается вот такая деталька. Вот у меня эти две детали. Теперь будем пришивать их к тапочкам. Девочки, если вы хотите пришивать, приклеить к тапочкам подошву, перед тем, как пришивать верхнюю часть, если вы хотите приклеить резиновую подошву, то это нужно сделать заранее. А уже после этого пришивать верхнюю часть к тапочку. Итак, пришивать мы будем на 11 петель. Вот эту боковую часть с одной стороны и сдуваем верхнюю часть тапочка к подошве. Хотела еще сказать, если вы будете приклеивать сюда резиновую подошву, то у меня на канале вы найдете отдельное видео о том, как это делается. И это нужно делать до того, как вы будете пришивать верх. Теперь здесь мы отмеряем с вами по 11 петель с обоих сторон и начинаем пришивать. Вводим крючок с этой стороны вот под эту петельку. Здесь смотрим, у нас идет вот такой вот рисунок. Ряды идут парами, 4 пары. Если вы посмотрите с другой стороны, здесь другой рисунок. Тут вот после первого ряда должны быть вот такие черточки. Это значит у нас нижняя часть, нижняя сторона, а это верхняя сторона. Вот так мы прикладываем. Берем ниточку, продеваем ее через петельку. И теперь потихоньку пришиваем. Вводим крючок здесь в самую крайнюю петлю, и здесь в следующую петлю. Теперь опять ставим крючок в эту же петлю. И затягиваем сюда нитку. Повторяем. Вводим крючок. Вот здесь мы берем вот эту боковую петлю. И здесь в следующий. Итак, заканчиваю пришивать. Вот здесь обратите внимание, у меня остался последний стежок с этой стороны. И здесь я уже все ряды присоединила, остался только уголок. Ввожу крючок здесь в уголочек. Здесь маркер убираю и ввожу крючок в последний стежок. И это последний стежок. Теперь ниточку пока не отрезайте, потому что часто бывает такое, что после того, как вы пришили, может выясниться, что это слишком низко или слишком высоко, и нужно переделать. Поэтому пока нитку не отрезайте, пришейте точно так же вторую сторону, только начинаем с этой стороны. И после этого уже мы сможем аккуратно на изнаночной стороне вот здесь спрятать кончики нити и лишнее отрезать. Продолжаем шить. Итак, закончила. Пришила вверх с двух сторон. Вот так у нас получается. И теперь аккуратно кончики нити прячем и отрезаем. И точно так же мы пришиваем на второй тапочек. Итак, вот я закончила пришивать второй тапочек. Вот такие они у меня получились по размеру на 44-45. Также у меня на канале есть видео о том, как приклеивать резиновую подошву. За счет этого вы можете еще сделать подошву более прочную.
Желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в инстаграме. Мой аккаунт нитка KZ и мой хэштег нитка_МК. Всего хорошего.